Напомню, доктор Типальдос первый раз провел триггер-бенд-технику, назвал и предложил ее теоретическое обоснование в 1991 году. Концепция же FDM была сформулирована им в 1993, а представлена в 1994 в статье Introducing the Facial Distortion Model, опубликованной журналом Американской академии остеопатии. В ней доктор Типальдос дает сразу два определения модели фасциальных дисторсий. Новая анатомическая модель, в которой многие скелетно-мышечные повреждения рассматриваются как патологические изменения фасции, и медицинская модель, в которой большинство неортопедических, неневрологических и неорганических скелетно-мышечных дисфункций, видимо, имеется в виду скелетно-мышечные дисфункции неясной этиологии, считаются результатом повреждения или деформации фасции. В 1997 году доктор Типальдос представляет разработанный им терапевтический подход как ортопатическая медицина или ортопатия, объединение ортопедии с остеопатией через модель фасциальных дисторсий. Лечение ортопедической патологии остеопатическими методами, исходя из концепции модель фасциальных дисторсий. Хотя в учебно-методическом пособии, через которое он ее, собственно, и презентует, доктор Типальдос уже подробно описывает клинические случаи, в которых, исходя из модели фасциальных дисторсий, концепции, успешно облегчал мануальными терапевтическими воздействиями клинические симптомы некоторых заболеваний и состояний неврологического профиля, таких как постинсультный паралич, синдром карпального канала, фибромиалгия и другие, а также боль при почечной и печеночной колике. Там же он представляет с позиции модели фасциальных дисторсий патогенез некоторых сердечно-сосудистых патологий и бронхиальной астмы. А в синопсисе указывает, что разработанный им метод позволяет лечить пациентов не только с травмами, но и иные медицинские проблемы. К тому же доктор Типальдос упустил, что медицинская методика с таким именем уже существовала более века. Американский врач Айзек Дженнингс изложил концепцию с таким названием в 1852 году в книге «The Philosophy of Human Life». В ней он поделился опытом лечения пациентов диетой, гигиеническими процедурами и оптимизацией их двигательного режима без какой-либо дополнительной медикаментозной поддержки, который наглядно демонстрировал ущербность современной ему гетеропатии, лечения лекарствами, то есть через подавление симптомов болезни. Таким образом, термин «ортопатия» доктор Дженнингс использовал как антоним гетеропатии в значении создания условий для естественного самовосстановления. В глоссарии в конце книги доктор Типальдос указывает на то, что его методика никаким образом не связана с концепцией Айзека Дженнингса. Так или иначе, в 2001 году доктор Типальдос отказался от названия ортопатия и объединил свой подход и концепцию, на которой он основывается, под общим – модель фасциальных дисторсий. В книге 2002 года, изданной уже под названием Clinical and Theoretical Application of the Fascial Distortion Model within the Praxis of Medicine and Surgery, клиническое и теоретическое применение модели фасциальных дисторсий в медицинской практике и хирургии, доктор Типальдос выделяет из модели фасциальных дисторсий Типальдос Manual Therapy, мануальную терапию по Типальдосу, определяя ее как прикладную, остеопатическую часть модели фасциальных дисторсий, распространяющуюся на фасциальные дисторсии, которые возможно исправить неинвазивно. При том, что эта публикация значительно расширена по сравнению с тремя предыдущими, выпущенными под одним названием «Ортопатическая медицина. Объединение ортопедии и остеопатии через модель фасциальных дисторсий», и содержит значительный объем сведений о различных аспектах фасции. Правда, они рассеяны по тексту, поэтому не так просты для восприятия. Доктор Типальдос не дублирует в ней подробное описание анатомофизиологической природы разных по форме участков фасции и не дает пояснений таблицы по типу триггерного тяжа, которые он приводил в публикациях 1994 и 1995 годов. В первых трех изданиях этих сведений также нет, но в первой книге есть указание, что она является их прямым продолжением.
В 2021 году в лекции «История с неожиданными поворотами», прочитанной в Австрии на мероприятии, посвященном 30-летию триггер-бенд-техники, доктор Георг Харрер наглядно продемонстрировал, как доктор Типальдес упростил свою клиническую модель, напомню, сам доктор Типальдес определял ее как анатомическую и медицинскую, до дидактической модели, то есть содержащей только сведения, имеющие непосредственное отношение к практической части. Да, доктор Типальдес хотел сделать происходящее во время лечения согласно предложенному им подходу понятным самому широкому кругу лиц, в том числе пациентам. Презентуя третье издание на своем сайте, доктор Типальдес сообщает, что оно написано простым, понятным обывателю языком, которым специалист, ортопат, может разъяснить пациенту суть его проблемы, цель и ход лечения. В июне 1999 года интервью на радио в Мэйне, опубликованном наследниками доктора Типальдеса на Ютубе, доктор Типальдес подчеркивает, что считает разъяснительную работу с пациентом принципиально важной. Он говорит, что каждый пациент имеет право знать, что с ним, и понимать суть и цель предстоящих терапевтических манипуляций. Расширение теоретической части в четвертом издании свидетельствует о том, что он вовсе не отказался от реалистичного научного обоснования разработанной методики, а наоборот углубил его, хоть и опустил некоторые нюансы. Я не знаю, как доктор Типальдес представлял концепцию модели фасциальных дисторсий и как определял границы ее компетенции на своих семинарах. Вероятно, на них делался акцент именно на практическую часть. Рядовые семинары доктора Типальдеса длились всего 3 дня. Посмею предположить, что анатомо-физиологические аспекты фасции оставлялись курсантам на самостоятельное изучение по печатным материалам. Напомню, все они были с высшим медицинским образованием. Ну, или почти все. Позже доктор Георг Харрер и Keski Tanaka FDMO увеличили количество часов курса, но не изменили приоритеты. Видимо, они поэтому и называются не преподавателями, а инструкторами, то есть специалистами, которые обучают практическим навыкам. Подтверждение этому мы читаем в манифесте Матч Кастен «Теория обучения», опубликованном на сайте Американской FDM-ассоциации в первые годы ее существования. Видение будущего ФДМ, которое имел доктор Типальдес, заключалось в том, что его модель станет частью основы медицины, так же, как это произошло с микробной теорией. Матч подчеркивает, модель фасциальных дисторсий рассматривалась доктором Типальдесом как глобальная концепция, а не как методика, ограничивающаяся лечением боли и нарушением подвижности компонентов опорно-двигательной системы. И именно этим она объясняет образовательный ценз, введенный доктором Типальдесом для предлагаемого им обучения, которого Американская FDM-ассоциация еще придерживалась в первые годы своего существования. Интегрировать модель фасциальных дисторсий в медицину возможно только через врачей и докторов остеопатии, лицензированных Минздравом. Если мы сначала обучим физиотерапевтов и хиропрактов, мы никогда не добьемся этой цели, пишет в своем послании Матч. Что она имеет этим в виду? Полагаю, что то, что для признания методики медицинским сообществом и обществом в целом сначала необходимо в установленном порядке представить научному сообществу рациональность ее основ в принятом ими порядке. А анатомическая перспектива, с которой доктор Типальдес отождествлял свою концепцию, не соответствует традиционной, визалевско-греевской. Решение этой задачи никак не соотносится с компетенцией физиотерапевтов и хиропрактов. Но Алекс Типальдес, со слов Матч Кастен, отказавшийся продать ей права на 4-е издание учебно-методического пособия за $100 000, в 2009 году выложил его в свободный доступ, открыв пространство для инсинуаций и всячески содействуя им. Мы обсудим это самым подробнейшим образом, но позже. В 2020-м Матч в интервью инструктору ФДМА Торстену Фишеру повторила: модель фасциальных дисторсий не ограничивается мануальной терапией по Типальдесу, и добавила, что у нее есть опасения, что часть модели фасциальных дисторсий, не связанная с мануальным лечением, находится на грани забвения. Таким образом, первый подыток. Все, что представляется под названием модель фасциальных дисторсий, на самом деле является мануальной терапией по Типальдесу, дидактической моделью лечения боли и ограничения объема движений механическими воздействиями.
Тиражируемые теоретические основы модели фасциальных дисторсий редуцированы и в целом не являются предметом приоритетного интереса ФДМ-ассоциаций и организаций. Как, исходя из вышесказанного, получается, что и интеграция концепции модели фасциальных дисторсий в официальную медицину. Окей. Примем это с полным пониманием того, что такая ситуация, так или иначе, спровоцирована самим доктором Типальдесом. И просто посмотрим, к чему это привело. Для этого сначала разберем задекларированные цели наследников, потом выбранные ими пути их достижения и, наконец, оценим достигнутые результаты.